говорит о том, что будут еще есть промежуточные, что бхава вечно присуща к дживе, то есть это характеристика, да, проявляется в сердце очищенном в процессе садханы. То есть пока сердце не очищено, то есть бхава не проявится. И дальше вторая часть этого стиха самая важная. Это происходит по милости нитья сиддхи. Нитья сиддхи это вечно совершенное живое существо. И маха бхагаваты. Маха бхагаваты это уровень, самый возвышенный уровень вайшнава. Гуру, способного передать шуддха саттву. Сердце достойного ученика. То есть, если гуру не является маха бхагаватой, он не может передавать шуддха саттву, да, это следует или нет? Ну, вроде бы. Маха Бхагават. Ну, здесь вот именно нитья сиддха и маха бхагавата выделено. Это происходит по милости нитья сиддхи и маха бхагавата. Если определяем, что маха Бхагават начинается от бхавы, ну да. Способного передать шуддха саттву сердце достойного ученика. То есть, если мы хотим приготовить такое блюдо, вот все наши компоненты. Должно быть чистое сердце, очищенное в процессе садханы ученика достойного, да? Должен быть проводник маха бхагавата гуру и должен быть направленная практика, то есть концентрация на цели. Понятие тоже. Что это такое цель? Почему я это делаю? Это тоже важно. Потому что очень много предметов не понимает это. Очень много. Ну что, будем этот стих учить? Хороший стих, я думаю. Много в нем лежит. Повторяем, значит? Ну, учим. Этот стих. Критисадья. 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 Бхаветсадья. Бхаветсадья. Критисадья. Критисадья. Бхаветсадья. Бхаветсадья. Бхава. Бхава. Бхаваса. 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 Саданабида. 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 Нитья. 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 Сиддхасya. 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 Bhavasya. 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 Prakatyam. 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 Hriди. 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 Prakatyam. Hriди. Sajita. Sajita. Sadhita. Sajita. Sadhita. Sajita. Sadhita. Sajita. Sadhita. Kritisadya bhavetsad. Kritisadya bhavetsадya. Kritisadya bhavetsadya. Kritisadya bhavetsадя. Kritisadya bhavetsadya. Kritisadya bhavetsадя. Kritisadya bhavetsadya. Bhava. Bhava. Bhavasa sadanabida. 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 Nitya siddhasya bhavasya. 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 Prakatyam hridi sajita. Prakatyam hridi sadyata. Prakatyam hridi sajita. Prakatyam hridi sadyata. Prakatyam hridi sajita. Prakatyam hridi sadyata. Kritisadya bhavetsadya. Kritisadya bhavetsadya. Bhavasa sadanabida. Bhavasa sadanabida. Nitya siddhasya bhavasya. Nitya siddhasya bhavasya. Prakatyam hridi sajita. Prakatyam hridi sadyata. Кто-то еще? Я не помню. По книжке?
Прити садхася бхаватся. Присадя. Бхаваса садхина бхита. Садхана вида. Нитя сидхася бхавася. Нитья сиддхасya бхавасya. Пракатьям хрит садханата. Пракатьям хриди садита. Садхьята. 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 А я туда вижу. Прити садхая бхава садхия. Крити садья бхаватсадья. Бхаваса садана бхитха. Саваса садхана вида. Нитья сидхася бхавася. Нитья сиддхасya бхавасya. Пракатьям хриди садхьята. Пракатьям хриди садита. Кто-то еще? Спасибо большое. Я не могу перекинуть. Ну, Чуть-чуть. Крити садья бхавет садьям. Крити садья бхавет садьям. Бхаваса садхана бхидхам. Бхаваса садхана бхитхя. Нитья сидхасya бхавасям. Нитья сиддхасya бхавасya. Пракатьям хриди садхетам. Пракатьям хриди садхитам. а из перевода кто-то вспомнит? Давайте пытаемся вспомнить, без не подглядывая перевод. Какая первая часть? Это к вам вопрос. С помощью ум и чувств, Погрузите. и целью которой является бхава, называется садханой. Правильно. И бхава появляется в сердце очищенной садханой, Да. и она появляется по милости достигнуть силы и маха бхагаваты делает. Передается в сердце. И в сердце передается шуддха. Достойного ученика. Классно. Вы тоже запомнили что-то. Кто-то еще запомнил перевод? Ратрамович. Давай перевод, скажи на український. Переклади. На рідну мову. Ну, український не помню. Если закончим час, значит еще, скажем, 10 минут. Чуть-чуть можем поговорить о первом стихе, Шикшамрита. Можем повторять первый стих вместе. Читаем. Шикшаштаки можно? Шикшаштаки. Шри Шикшаштаки. Вот я знаю. Хоть что-то знаю. Запомню. Что это за книжки? Где это вы взяли такую синенькую? Это шлоки самые основные. А где это книжки? Они еще У вас нет там? разбиты все У вас нет? по Я поняла, темам. где они продаются? Ангамоха, да. А? Ангамоха наш. Андамоха? Ангамоха. Знаете? Не помню. Можно скачать в интернете. Ну, мне лучше в таком выгляде. Давайте. На Бутажинского продается. Чей? Продается, да? На Бутажинского продается. Повторяемся. Чейто дарпанам. Окей. Читаем вместе. Да. Чейто дарпанам арджанам. Авамаха давалинирвапанам. Шрея кайрава чандрика. Витаранам видьяваду живанам. Анандам будхивардhanam. Pratиpadam purnamrita svadanam. Sarvatma snapanam piram vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Еще раз. Чейто даршана марджанам. Авамаха дававинирвапанам. Шрея кайрава чандрика. Витаранам видьяваду живанам. Анандам будхивардhanam.
Pratipadaṁ Purnamrita Svaram Sarvatma Smapadam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Придет. Победа в повторении святого имени Шри Кришны, который очищает зеркало сердца и полностью гасит бушующий лесной пожар материального бытия. Шри Кришна Санкиртана проливает на джив благодатный лунный свет бхавы, в лучах которого распускается белоснежный лотос их удачи. Святое имя – это сама жизнь трансцендентного знания, которое здесь сравнивается с супругой Господа. Оно постоянно увеличивает океан духовного блаженства и позволяет дживе на каждом шагу наслаждаться вкусом божественного нектара во всей полноте. Святое имя Шри Кришны полностью очищает и успокаивает душу, позволяя ей проявить свою природу и пробуждая в ней решимость, а также очищает тело как изнутри, так и снаружи. 7 благ, да? Или 9 благ? 7 здесь. Хотел бы лучше, давайте лучше это там таким образом, ну и то, чтобы я тоже слышал. Нет. So there's 7 benefits here 7 благ заключены в этом стихе. of chanting the holy name. В повторении святого имени. Cheto Darpana Marjana. Первое это Читодарпана Марджана. It cleanses the mirror of the heart. Оно очищает зеркало ума. So at the moment the mirror of the heart is dirty. На теперешний момент зеркало наших сердец оно грязное. And that's why we can't see ourselves, we can't see our real self. И поэтому мы не можем увидеть себя в истинной сущности. If you look in a dirty mirror, you can't see yourself. А потом, потому как глядя на грязное зеркало, вы не можете So себя if we look увидеть. in our heart, we can't see our real self. Поэтому, глядя в свое собственное сердце, мы не можем увидеть, кто мы. But one day, when we've practiced bhakti, Но в один из дней, по мере практики бхакти, become spiritually enlivened and purified also, мы будем духовно освящены и очищены. then we'll clearly see our real self, spiritual self in our heart. Тогда мы очень ясно увидим собственную себя в нашем духовной форме. My Guru Maharaj said, like spiritual television. Как мой Гуру Махарадж шутил, говорил, что это подобно духовному Не телевидению. шутил. So Cheto Darpana Marjanam, it cleans the mirror of the heart. Очищает сердце ума, первое благословение. And then Bhavamaha Dava Agni Nirvapanam, it extinguishes the fire of material existence. Это тушит бушующий пожар материального существования. So now we're suffering. Сейчас мы страдаем. Sometimes we forget what they were suffering, but actually we're suffering. Иногда мы забываем о том, что страдаем, но на самом деле мы постоянно And the страдаем. more we stray from material, from bhakti, the more we suffer. И чем больше мы отклоняемся от пути бхакти, тем больше наши страдания. It may be difficult to remember now, but at some point we're going to die. Может быть, об этом сейчас трудно помнить, но в какой-то момент мы будем вынуждены. We'll leave this body. Мы оставим это тело. We'll be laid out somewhere. Мы где-то будем лежать. And someone will tap our feet. And we won't feel anything. И не будем чувствовать ни кончиков своих пят, ничего. We'll tap the knee and we won't feel anything. Мы не будем чувствовать свои колени. So the soul withdraws its consciousness from the body. И душа вместе с сознанием, они выйдут из грубого тела. And then we'll come out of the mouth or somewhere, some part of the body. Она выходит через горло, через рот там, или через какую-то другую часть And we тела. go on to another body. И мы отправляемся в другое тело. What kind of body? В какое тело мы попадем? So we should act now so that we'll get a good situation for continuing our bhakti. И поэтому сейчас нужно создать благоприятные условия, чтобы продолжать свой путь бхакти. Otherwise, if we lose this opportunity, В противном случае, если мы теряем такую возможность, like we see people when they don't know what is the point of life, вот если мы увидим людей, которые не знают, что какова цель жизни, suffering so much. они так сильно страдают. I think back to my previous life before I understood what's the purpose of life. Я вспоминаю свою прошлую жизнь, до того, как я понял, в чем истинная суть жизни. Trying to enjoy, Пытался наслаждаться, suffering so much. но так много страдал при этом. So, chanting the holy name extinguishes the blazing fire of material existence.
Итак, повторение святого имени гасит бушующий пожар материального существования. And then Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Третье благословение Шри Шикшаштаки. It opens up the lily of good fortune. Это раскрывает лилию нашей великой удачи. What is the lily of good fortune? И в чем эта лилия удачи? It's bhav. Это бхава, настроение. Bhav bhakti. When bhav actually manifests in the heart, then we'll be Когда fortunate. бхава проявляется в сердце, вот тогда человек становится удачливым. So that's the goal actually И это цель. of our chanting the holy name bhav. Для этого мы повторяем святое имя. Наша That's цель real бхава. good fortune. И это на самом деле истинная удача. Otherwise, what else? В противном случае что-то еще. Lord Chaitanya said, Nadanang, Najanang, Nasundari. Господь Чайтанья, он утверждает, наджанам на сундаре. What else can we find that's worth doing, that's worth aspiring for? Что еще может вдохновить нас? Then, so the chanting the holy name is like the moon. Итак, повторение святого имени, оно подобно луне. Lotus opens up in the sunlight, Лотосы раскрываются под солнцем, and the moon lily opens in the moonlight. а лилии раскрываются под светом луны. So moon is very, very soft and sweet. А луна, она очень-очень мягкая и сладкая. And this chanting of the holy name is like the moonlight that opens up the lily of good fortune of И bhava. вот повторение святого имени, оно подобно вот такому блаженному лунному свету, который раскрывает лотос удачи нашей бхавы. Vidya vadhu jivanam. It's the life. It's the life of real knowledge. Это жизнь, наполненная истинным знанием. Krishna says in Bhagavad Gita, Raja Vidya Raja Guhyam. Кришна говорит в Бхагават-гите, Раджан. It's the Царь знаний. king of secrets, Царь всех секретов. king of knowledge and the king of secrets. Царь всего знания и царь всех секретов. Bhakti. Это бхакти. People are looking, what is knowledge, what is knowledge? Люди ищут, что же знание, что But when такое I истина. know that Krishna is the supreme Но personality, когда они узнают о том, что Кришна это верховная личность, and when I know how to worship him, и они узнают, как служить ему, and I actually have the ability to do that, и когда у них появляется возможность это делать, so this is ability, it's not just способность. So then this is real knowledge, тогда это и есть истинное знание. Raja Vidya. So here, Vidya, this knowledge is compared to Vadhu. It's compared with a bride. И Or здесь супруга. вот это знание, оно сравнивается с невестой. Bhakti is coming from whom? Откуда приходит бхакти? Coming from Radharani. Она исходит из Радхарани. So, life of the gopis is actually chanting Krishna's names. И жизнь гопи это повторение имен Кришны. Vidya Vadhu. So, chanting the holy name is the life of bhakti. Так, повторение святого имени это жизнь бхакти. We actually can't imagine bhakti without chanting the holy name. Мы даже не можем себе представить бхакти без повторения святого It's not имени. possible. Это невозможно. Anandam buddhivardhanam. Следующее It благословение. increases the ocean Увеличивает океан nectar, нектара, transcendental bliss. трансцендентного блаженства. Ananda ambudhi. Ananda means bliss, ambudhi means the Ananda. ocean. Блаженство, а амбудхи это океан. It's increasing the ocean of... Постоянно Transcendental увеличивается океан трансцендентного счастья. So actually devotee, if we really practice devotional service, we won't become bored. Тот преданный, который по-настоящему практикует практику преданного служения, он никогда не будет разочарован. Ему не скучно. Не будет скучно. Always new. Всегда что-то новое. More pleasure, different pleasure. Больше и больше различного счастья. Anandam buddhivardhanam. Not only the bliss of the devotee, but also the bliss of Krishna. Но не только больше счастья для преданного, но больше счастья для Кришны. Like when children grow up, the parents become very happy. Например, как ребенок растет, его родители радуются очень сильно. Children are happy and the parents are И happy. ребенок счастлив, что он So when we grow up in bhakti, И когда мы растем в бхакти, Guru is happy, Gauranga is счастлив, happy, Гауранга Radha Krishna счастлив, happy. Рада Кришна, все счастливы. All. Все. Anandam buddhivardhanam. And then pratipadam purnamritasvadanam. Every step tasting nectar. На каждом шагу мы будем чувствовать нектар. На любой уровне. Nectar. Nectar means, it's Greek word, nectar. Нектар это греческое слово. And it means the same as amrit, Это то же самое значит, что амрита. not dying. Не бессмертие.